Приветствую всех, кто решил глянуть этот ролик, я очень вам признателен. Ролики не выходили долго, а именно около месяца, но на то были свои причины. Пока я не занимался контентом, я занимался... В этом видео я кратко освещу саму игру Azur, но главный посыл не изменен. Это гайд на игру и некоторые фишки или же вещи, которые крайне полезны в той или иной игровой ситуации. Я не считаю свое мнение правильным, или же я считаю себя каким-то сильным и особенным игроком в игру. Нет. При первом заходе в игру вы можете пройти обучение. То, что вам говорят, ходите прыгать на вот эти клавиши. Есть еще пара базовых движений. Ну и вот на циферке у тебя есть скиллы. Ты можешь бить еще при помощи М1 и закручивать на А или Д. И ульта у тебя есть вот на вот эту кнопочку. И это все. К этому всему дополню, что у вас есть спешл мувы на Т. Они имеют квадратик меньше, чем обычные способности. Вот персонажи со спешалами. Что ж, раз мы говорим про фундаментальные механики игры, отсюда я и начну разжевывать детальнее некоторые вещи. Бегать назад нельзя, ваше передвижение с мячом медленнее, чем без. На кнопку Е вы можете переключаться между режимами. Если у вас мод техник, то прыгнув и приняв мяч на голову, вы его отобьете. А также если у вас включены удары с лета, то нажав М1 рядом с лежащим или же летящим на вас мячом, вы произведете прямой удар. Если вы владеете мячом, то вы не можете включить режим техник. Также хедеры распространяются на сайдеши, ран и слайд. Вы можете использовать дрибл в 4 направлениях, зажав необходимые клавиши. Вы можете нажимать Ешку во время зажатого М1, и ваш заряд удара не сбросится. Если использовать радугу одновременно с дриблом, то вы будете ближе к мячу, как достигнете земли. А также таким образом можно активировать некоторые скиллы, что имеют эйр-вариацию. Слайд имеет фреймы лишь в 1/10 секунды при подборе мяча. Длина слайда 1 клетка на поле. Если использовать слайд в воздух, то вы будете довольно долго по меркам игры лежать в стане. Дольше, чем если вы попадетесь в чей-то дрибл. При получении мяча слайдом вы пройдете оставшееся расстояние, но с большей скоростью и без стана. Вы можете таймить М1 и слайд, чтобы проносить себе мяч, когда дриблите. Сайддэш не имеет фреймов или эндлага. Это просто рывок в сторону. Если вы зажали М1 для удара и нажмете сайддэш, то сила удара сбросится. Таким же образом вы можете отменять удар, если идете или же бьете прямо просто нажав на Q. Пробежка или же ран имеет фреймы и длину в 1 клетку на поле. Имеет небольшой эндлаг. Нажмите на пробел, чтобы сделать радугу. Вы пробросите мяч по воздуху в сторону направления взгляда вашего персонажа. В игре существует механика, которая позволяет мгновенно при получении мяча использовать дрибл, скилл или же каунтер. Чтобы она сработала, вам нужно за мгновение перед получением мяча любым способом нажать скилл, который вы хотите, чтобы сработал при получении. Если вы уже готовы ударить при помощи М1, вы все так же можете использовать любые способности, удары, каунтеры, пасы, и дриблы и все остальное, что только можно. Вратарь имеет большой хитбокс подбора мяча, поэтому при игре за вратаря вы можете использовать дайв прямо в мяч, чтобы легко его поймать. Также вратарь имеет повышенную высоту прыжка, и на Т у вас есть сильный бросок. Если при равном счете таймер истек, то овертайм начнется лишь когда кто-нибудь подберет мяч. Сейчас я буду рассказывать вам про различные способности и их нюансы. Надеюсь, тут надолго не затянется. Начну с того, что существуют обилки, в которых можно стакать другие способности. Здесь же скажу, что есть несколько стилей, у которых спешл изменяет их обилку ударом. Существуют скиллы, которые позволяют отменять уже использованные обилки. Некоторые персонажи имеют удары, которым нельзя менять траекторию. Говоря про удары, в игре есть по факту два типа ударов. Это прямые и крученые. Про прямые и так все понятно, летят по прямой траектории, куда вы нацелились. А вот с крученными, конечно, все более интересно. Зачастую крученными удобно бить как раз с фланга противоположной стороны, куда закрутился мяч. Если мяч закручивается влево, то удобнее бить с правой стороны. С левой, то справа. Блять. А с левой вы вообще навряд ли сможете забить гол. Крученым ударом я еще вернусь в продолжение этого ролика. Есть несколько ударов, что бьют через себя, то есть на 180. Хоть в игре и есть способности, что имеют айфреймы, но также существуют дриблы без этой характеристики. Конечно, самый простой способ узнать это в разделе стилей осмотреть все способности и черты этих способностей. Например, у Исаги второй имеет фреймы и может использоваться без мяча. Так что возможность узнать, можно сказать, все о стилях в этой игре более-менее существует. Добавлю, что у ударов с чертой Volleyable есть возможность нажимать их без мяча и бить с лета, или же когда мячик просто лежит рядом с вами.
Существуют способности, в которых нужно в тайминг нажимать ту или иную клавишу. Здесь лишь могу сказать, что у каждой QTE-шки свой тайминг. Где-то нужно ждать подольше, а где-то можно нажать пораньше и будет попроще. Защитные отбивные скиллы можно направлять взглядом, так что порой вы можете таким образом дать пас своему сокоманднику или же вратарю в зависимости от ситуации. Также способности с характеристикой трап, те, что ловят мячи, можете использовать, чтобы передвигаться по полю или чтобы догонять оппонента. Игра располагает способностями, что игнорируют айфреймы от получения мяча. Ну, в общем, они просто добавлены и придуманы, чтобы воровать мяч. И главная их фишка это то, что они игнорируют этот тайминг в 1/10 секунды. Ну и чуть не забыл сказать, что определенные скиллы имеют вторую часть. Нужно нажать их дважды, чтобы активировать ту или иную вещь. Ну и в конце дополню, хоть в игре и множество пасов, но лишь некоторые имеют упреждения. Наверное, здесь все, что я хотел рассказать вам про способности. Я рассказал, поэтому двигаем дальше. Начну вот с такой вещи. Если у вас запоролся дрибл или же что-то пошло не по плану, когда вы проносили мяч, лучше отдайте пас, сейчас поясню. Проще говоря, когда вы проносили мяч и нажали какой-нибудь скилл не так, к примеру, каунтер, в него никто не попал, но вы мяч не потеряли, лучше отдайте пас. Так как одну из ключевых кнопок для проходки вы потратили, вам будет лишь осложнение. А отдав пас, вы дадите шанс вашему союзнику забить. Главное слово «возможно». И вы сможете занять позицию получше, если оппонент предпримет контратаку. Когда мяч только разыгрывается, я советую вам подождать немного, потому что так вы с большим шансом отнимете мяч. Если вы нажмете слайд слишком рано, то мяч примете со станом и не сможете нажать никакую способность или же простой дрибл. Поэтому старайтесь нажимать слайд после небольшого промежутка времени, но при этом пока ждете, идите вперед, а не стойте на месте. Следующая же тема больше направлена на игру головой. Скажем так, не только на себя, но и рассчитываю в голове, просто продумываю, что можно там, что может уметь тиммейт сделать. То есть это работает вообще на всех, на противников, на тиммейтов, на меня. Из вышесказанного вытекает другая полезная вещь – чувство зоны. Я могу вам объяснить это так, у любого игрока с мячом есть как минимум зона в одну клетку игрового поля, куда с мячом он может пойти. Это гарантированно. Здесь я хочу сказать, что при обороне вам не нужно ломиться слепо на врага и спамить слайдом. Лучше постарайтесь ему преградить путь и, возможно, потянуть время. И постарайтесь развести его на какие-нибудь обилки. Там дрибл, каунтер, удар и так далее. Или же спустя какое-то время зонинга попробуйте отнять сами мяч. Объяснил я скомканно, но я старался это изложить максимально понятно, так как это и вправду важно. Если же предыдущий совет был направлен универсально или же на игру в защите, то текущий будет про атаку. Изменение направления вашего дрибла. Проще говоря, когда вы дриблите с мячом и перед вами оппонент, постарайтесь различными фликами в те или иные стороны выудить его на выпад или же просто пройти поглубже в поле противника. Покажу пример. Если у вас получится обойти противника, то у вас открываются более простые возможности для нажатия каунтеров, ну и просто дается вам возможность удара или же паса, в зависимости от ситуации. Ну, наиболее важные вещи для меня я вам передал. Возможно, что-то не вписал, так как забыл. Следующий пункт не особо важен, а лишь включает по факту мое мнение. Так что, если вам интересно, можете посмотреть и послушать. Если вы играете на Шида, то вам следует выучить Formless. Но не тот, что Air-вариация, а тот, что бьет на 180. Это расширяет ваши возможности как забивать, так и пасовать эффективно. В настройках игры поменять клавишу смены режимов, так как она изначально забинжена на ту же, что и дрибл. Поэтому при игре часто вместо дрибла у вас может меняться режим, тем самым руинить вам игру. Особенно, когда вы слайдом поднимаете мяч. Совершать удары с переключением shift-лока. Это полезно против игрока на ГК, так как ему сложнее будет предугадать траекторию удара, а вы будете иметь больше шансов забить. Если у вас проблемы с производительностью, в настройках игры вы можете выключить карту Стадион и настроить уровень графики в игре. Очень полезно, я считаю. И это была последняя тема, которую я хотел вам рассказать. Я не буду говорить про вещи, которые направлены на дрибл или же в принципе на уровень вашей игры, так как это все зависит от самого игрока. А еще мне нарисовали крутой баннер на YouTube аккаунт. Буду заканчивать видео. Если я что-то забыл или же те, кто уже опытные в игре имеют что сказать, комментарии всегда открыты.